А с вами сегодня распаковка золотого яблока. Да, так получилось, что я сделала заказ из магазина «Золотое яблоко». Там я заказала какие-то товары, которые мне были нужны и просто что понравилось. Вот, как я уже сказала, у меня 2 таких огромных пакета. Вот, как я уже сказала, что на моем канале косметики будет достаточно мало в последнее время. И это действительно так. А в том плане, что я буду или находить какую-то бюджетную косметику, или же я буду что-то показывать, что я заказываю, делать какие-то интересные макияжи, какой-то косметикой. Вот, но прям так упор делать на косметику я уже не буду. В основном у меня канал перейдет в русло, но чуть попозже, не сейчас. Да, я не хочу превращаться в инфо-цыган, давать какую-то непонятную, непроверенную информацию. Я хочу свой канал немножко перевести в русло кинологии со временем. В дальнейшем. Но давать какую-то непроверенную информацию, которой я не обладаю, я не хочу. Это будет постепенно, это будет со временем. И сейчас больше будет моей собаки на канале, который, кстати, лежит рядом, сейчас тут отдыхает. Вот. Но это будет постепенно, и косметика, конечно, из моей жизни никуда не денется. Я ее как любила, так и люблю, поэтому периодически я буду ее показывать. Но не в таких масштабах, которые были у меня до этого. Дальше. У меня появился телеграм-канал, где я периодически, как минимум 1 раз в день, я публикую какую-то интересную информацию, информацию, фотки, свою собаку. Ну и, конечно, информация о новых роликах будет выходить тоже, помимо всех площадок, которые у меня есть, там контакт и так далее, будет еще в телеграм-канале. Вот все видео, которые будут выпускаться на этом канале, там же будут дублироваться в телеграм-канале, и, соответственно, там же я буду публиковать, уже там есть несколько постов, и там же я буду публиковать также какие-то фотографии, какую-то информацию в дальнейшем по кинологии. Вот, поэтому там будет очень интересно, очень насыщенно. Сейчас он только развивается, телеграм-канал, поэтому, ребята, очень нужна лайк, подписка. И подписка здесь, подписка на телеграм-канал. Давайте вместе будем серьезно развивать этот канал. Потому что очень хочется даже не столько ради, того, чтобы быть знаменитостью, а даже просто ради того, что мне нравится это делать. И хотелось бы, чтобы нас с вами становилось все больше, больше, больше и больше. Начнем с распаковки маленькой коробки. Там я заказала кое-какие штучки, и мы с вами в дальнейшем, я что-то буду показывать. Видеоролик. У меня скоро будет покупка шикарнейшего микрофона. Поэтому, спойлер, подписывайтесь на телеграм-канал, потому что первая новость о том, когда я куплю и что это будет за микрофон, будет там. Будем с вами улучшать качество звука на моих видеороликах.
потому что я люблю вас и хочу давать вам качественный контент. Поэтому у меня будет, я надеюсь, очень хороший микрофон. Ну, а что это за микрофон? Вся информация будет, когда я его куплю в телеграм-канале. И это будет, наверное, в конце этого месяца, я надеюсь, после 30 июня. Вот. Поэтому такие вот спойлеры. Поэтому там вся жизнь моего канала, вся, в принципе, моя жизнь будет тоже в телеграм-канале. И у нас с вами, возможно, появится АСМР видео. Да-да, ребята. Так что кто такое любит, подписываемся. Так, взяла от Холика сода, бальзам для снятия макияжа с лица. У меня от этого, от Холики, это же сода, есть умывалка, которую я пользуюсь вечером, чтобы смыть тональный крем вместе с SPF. Вещь действительно классная. Решила от них взять вот такой бальзам, потому что сейчас лето. Я с конца весны, когда началось активное солнце, и сейчас начинаю пользоваться начала пользоваться под тональный крем от Холики, вот таким вот SPF плюс 50. Это крем с эффектом SPF. У меня также есть тональный крем 8 пептидов от Enough. Мне очень нравится вот эта вот парочка. Но есть минус. Любой SPF, какой бы вы ни наносили на свое лицо, его нужно смывать гидрофильными маслами или же вот такими бальзамами. Иначе плюс сверху промывать хорошей умывалкой, потому что иначе вы не смоете это со своего лица, и у вас будут всякие разные подкожники, прыщи, комедоны, в общем, проблемы с кожей. Нам это не надо, поэтому я купила вот такой вот такой бальзам. Тут 100 мл. Он, конечно, стоит не бюджетно. Кстати, цены. Стоит такой бальзам. А тут нету цены. Короче, такой бальзам стоит чуть больше 1000 рублей. Его надо совсем чуть-чуть. И он тоже в составе имеет соду, которая, в общем-то, хорошо очищает кожу. Этим продуктом можно использовать, его можно и нужно использовать ежедневно. Но утром, когда у вас чистая кожа, его использовать не надо. Он чисто для того, чтобы снять макияж. И не более того. То есть вечером перед сном. Вечером перед сном вы берете чуть-чуть гидрофильного вот этого бальзама, смываете макияж. Так. Значит, способ применения. Используйте шпатель, нанесите небольшое количество средства сухими руками на лицо. Массируйте до полного растворения макияжа. Тщательно смойте теплой водой. Но после этого совета я бы все-таки еще бы рекомендовала взять умывалку и уже сверху шлифануть все это умывалкой. Не пенкой, а именно хорошей умывалкой, корейской, чтобы снять, уже окончательно снять весь макияж, чтобы лицо прям скрипело. Но после такого умывания обязательно используйте сыворотку и увлажняющий крем.
Обязательно после него надо увлажнить, после такого умывания лицо. Так, далее. Всем привет, до свидания. Я специально ставлю фотографии. Собака в шоке, нарушили нашу идиллию. Так. От бренда Seven Days. Он продается в этой самой, как его, в Магнит Косметик. А я купила... О, слава тебе, Господи. Я купила вот такую матовую помаду. Я хотела розовую, но я не хотела термоядерно-розовую. Я хотела такую на каждый день, но чуть поярче матовую помаду. Вот. И попробовать от фирмы Seven Days. Говорят, очень хорошая. Она такая муссовая. И я вижу, что она действительно хорошая. И действительно носибельная для меня. Потому что я просто увидела вот эту крышку. Я немножко так испугалась. Потому что как бы я не хотела такую неоновую помаду. Я хотела розовую. Но при этом такую неоновую помаду я хотела нюдовую помаду. И действительно, да, она такая пыльно-розовая. Это очень хорошо. У меня оттенок 108. Deep Rose. Вот. На губах я ее попробую, потом в телеграм-канале расскажу, как она. Не буду забивать тут эфир этой помадой. Дальше. Я увидела вот такую вот палетку. Ребята, эта палетка стоила очень бюджетно. Здесь 20 цветов. Палетка стоила 1400 рублей. Это очень бюджетно. И это не просто какая-то палетка. Я взяла самую такую палетку, которая, ну, можно сказать, не все такие палетки могут бюджетные бренды делать. Это какой-то бренд. Star Ice. Вот. И здесь 20 оттенков. Я таких вот. Яркая такая палетка. Давайте ее вскроем, что ли. Я пошел. Я пошел. На пол бросать теперь ничего нельзя. А то сейчас прибежит моя собака. Запаковано все, ребята, в слюду. Коробочка. Я, как большой любитель хранить палетки в коробочках, я это оценила. Коробочка классная. А можно использовать даже на подарок. Если вы хотите подарить кому-то, вот, кто красится, очень даже неплохо. Так. Прям я этот момент оценила прямо. Так, сделаем импровизированную мусорку, ребята. Так. Слушайте, за 1400. Я не знаю, что будет по качеству. Чтобы вы понимали, здесь поролон. Поролон, ребята. Какие бюджетные бренды. Да и бюджетные тоже. Делают поролон. Прокладывают поролоном. Посмотрите. Такие буквы. Они еще вам не видно, здесь плохо светят. Но они переливаются слегка голографией.
все дело выглядит. Эта палетка матовая, но здесь есть три вот таких вот оттенка. Вот раз, два и три. Они с таким шиммером легким. Тут есть черный, есть два белых, кремовый, такой бежевый. То есть тут можно сделать такой достаточно нюдовый макияж. На каждый день также можно сделать какие-то яркие, безумные макияжи. Ну, красный такой шершавенький достаточно. А один белый, тут два белых. Один с блестками белый, другой без блесток, просто матовый. То есть вот этот ряд весь с таким каким-то мелким шиммером. А и черный я хотела. Черный прям вау! Вау, 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 ребята. Для белого это неплохо. Вау! Ребята, а черный-то хорош. Это прям угольно черный, потому что кто искал, прям вау. Ну, что я могу вам сказать, ребята, по первому впечатлению. Мы с вами эту палетку, конечно же, в каком-нибудь видео затестируем. Вот. Помада, конечно, оставляет легкий тинт. Но это ничего страшного. Так, что у нас тут? Ребят, это прям пигменты. Вот это реально пигменты прямо. То есть это не просто тенюшки, которые осыпятся у вас. Это прямо вот пигменты для глаз, которые будут у вас прямо держаться на глазах. Очень хорошо. Так что мы с вами ее обязательно протестируем в каком-нибудь видео. Сделаем с вами какой-нибудь макияжик. Забацаем что-нибудь такое этакое. Да прохлад в коробке меня убил, конечно, просто наповал. Поэтому там на выбор есть, по-моему, 5 еще палеток разных. Но меня привлекла именно вот эта, потому что она самая такая, мало кто умеет хорошо делать яркие тени. Тут прям по первому впечатлению все прекрасно. И перейдем к большому пакету с вами золотого яблока. Он уже открывается на этом самом. Так. Итак, первое, что я достаю, я буду рандомно доставать. Я взяла от Darling Velvet Matte. У меня от Darling есть этой же тоже Velvet Matte. У меня есть матовый муссовый тинт для губ. Он такой вот яркий, вырвиглазный, неоновый. Он мне очень нравится. Но он классный, но он не всегда уместен. Иногда хочется что-то такое, но достаточно нюдовое.
это чересчур нюдово. Если честно. Хотя, может быть, и нет. Это оттенок 03. Мне он показался таким более коричневым на фотографиях золотого яблока, а первый показался более рыжим. Поэтому я решила этот взять. Ну, кстати, может быть, будет и ничего, так нормально надо будет посмотреть. Это корейский аква мусс тинт. Вот. Попробую, но в принципе он такой достаточно нормальный. Вроде как. Но я попробую. У золотого яблока есть такое. По картинкам не сильно можно понять, что ты покупаешь. И это, конечно, минус очень большой. Так, опять там что-то большое. Ладно, возьмем что-нибудь маленькое. У меня закончилась пенка. Icon Skin у меня сейчас от этой марки есть сыворотка. Она не дешевая. Она что-то стоила за 1000. Я ее купила на скидках. Там что-то в районе 700 рублей, по-моему. Но сыворотка крутая. И тут была акция что-то по 300 рублей, 170 миллилитров, стандартная была, это стандартный объем, без СЛС, парабенов, парфюма, СЛС, СЛС, так, короче, это пенка для умывания, ультратолерантная для всех типов кожи, включая чувствительную. Короче, я такими вещами умываюсь по утрам. После того, как вечером я нанесла обильно всякий разный уход, после умывания я смываю, в общем-то, жир с лица. Дальше я пшикаюсь тоником и наношу там уже всякие сыворотки, крема и так далее. Попробую. Но вот эта марка очень хорошая. Я купила по скидке такую пенку для умывания. В принципе, все то же самое можно купить и в любой там улыбке радуги, подружки и так далее. Меня заинтересовал еще вот такой бренд. Короче, ругаться не буду. Надеюсь, вам видно, как этот бренд называется. Это увлажняющая помада для губ. Короче, с черешней, как я поняла. Тон 06. Чего-то пинк. Тоже брала по картинкам. Мне показалось, что эта помада будет тоже такая достаточно нюдовая. Шикарный розовый флакон с вишенками или с черешенками. Да. Мой оттенок, которым я пользуюсь, там якобы она содержит масла, вроде как экстракт черешни, пахнет, не пойму, у нее магнитный этот самый колпачок. Шикарно. Потрясающий флакон. Ну вот тюбик помады мне очень нравится. У меня еще раз повторюсь, оттенок 06. Вот. Кремовая помада, короче говоря. Вот, тоже будем пробовать. Надеюсь, что мне тоже понравится. Вот. Так. И, собственно, последнее, походу, что осталось. Да. Ага. Это вот такая
огромное коробище. Это, я сейчас объясню, что за коробка. Это Аравия. Здесь 550 миллилитров. Это профессиональный продукт, предназначен для комплексного решения проблем кожи тела для достижения максимального результата. Рекомендуется сочетать уход с другими профессиональными средствами линии Aravia Original. А что это такое, сейчас объясню. Это увлажняющий крем для тела с эффектом лифтинга для всех типов кожи. Содержит в составе экстракт розового грейпфрута, обладает антицеллюлитными тонизирующими действиями. Можно применять ежедневно. Ну, короче, как всегда, много чего она обещана. Значит, 100% натуральные активные компоненты: розовый грейпфрут, сладкий миндаль, масло жожоба, зеленый чай, лантаин, масло ши, пантенол. Ну, ребят, я не знаю, насколько это прям профессиональный крем для тела. Потому что обычно такие вещи, если действительно профессиональные, их никто в свободной продаже не продает. Вот. Зачем он мне нужен? Я вообще не любитель мазаться чем-то. Мазать свое тело я не любитель. Я люблю выйти, вытереться и из душа, и все, и забыть об этом. Но я страдаю от проблем с кожей рук и тела. Вот, поэтому я приняла решение заставить себя наконец-то к 33 годам, после лечения, а я еще лечение не закончила, дорогими кремами для лечения, которые назначает дерматолог, а начать свою кожу увлажнять уже какими-то средствами для тела, чтобы кожа не сама себя не пожирала и не пыталась увлажнить сама себя. Вот, поэтому нужно было какое-то средство, чтобы... Тут в комплекте этот дозатор. Крыльфочка. Прям профессия такая. То есть вы можете поставить его и не рукой туда лазать, а именно непосредственно вот нажимать. И действительно тут такая большая бадья с половиной моей головы. Вот. Тут прям дополнительная степень защиты. И выглядит это все вот так. Я, поскольку буду этим пользоваться, я позволяю себе своими пальцами залезть сюда. Крем такой достаточно густой. И, ребят, показываю свои, в общем-то, такие не очень эстетичные руки. Да, ребят, я же сказала сразу, у меня проблемы с кожей. Вот по разным причинам. Я не буду сейчас вдаваться в подробности. Вот. Скажу только одно, что проблема со щитовидкой коснулась не только моего тела в целом. Я располнела. Но сейчас я уже похудела. Я, кстати, сбросила за год 14 килограмм. Почти. Вот, я регулярно принимаю специальное лекарство, назначенное врачом, эндокринологом. Я прошла курс лечения, правда, его надо повторить, потому что, к сожалению, инсулинорезистентность никуда не ушла.
И этот самый, как он называется-то, и пересмотрела пищевое поведение. И если вы хотите узнать о моем, как это сказать-то, пути лечения щитовидной железы, и почему люди бывают полными не потому, что они едят, то напишите мне об этом в комментариях. Я сниму отдельный ролик подробный о том, как я прошла вот этот путь от 84 килограмм, как я их набрала, что со мной было, вот, как я потом за год это все дело сбросила, что я делала, куда обратиться, в первую очередь, потому что, когда я забила тревогу, мне помочь было некому, вот, поэтому, если вы хотите, то я об этом расскажу, и, возможно, это очень многим людям поможет, а еще это может помочь людям, которые считают, что полные люди свои килограммы наели. Если они перестанут есть, они волшебным образом похудеют. Поэтому я расскажу о том, почему люди бывают полными, не наедая свои килограммы. Поэтому, если вы хотите такой ролик, я обязательно поделюсь вот своим опытом. И, конечно же, я могу также в телеграм-канале и здесь рассказать дальнейший мой путь, потому что мой путь не закончился, как выяснилось. И мне снова нужно обратиться к эндокринологу, мне снова нужна ее помощь, мне снова нужно проходить курс лечения. И поэтому, если вы хотите, то я об этом расскажу, о своем опыте. И я не буду давать никаких советов по приему каких-то конкретных лекарств. Я просто расскажу, к какому врачу обратиться, как себя принять, как осознать, что у вас есть проблема, и так далее, и так далее, и так далее. То есть это очень тяжело с психологической точки зрения. Я поделюсь своим опытом, как я к этому пришла, и поверьте мне, я надеюсь, что вам это поможет. Итак, крем у меня, он такой густой, поэтому он прям как, знаете, как сметана такая, но при этом он очень легкий, я это прям чувствую. С приятным ароматом, я, правда, забит нос опять, да здравствует. Не обращайте внимания, это меня собака поцарапала, это нормально абсолютно. Хозяева овчарок, они привыкли ходить в синяках и царапинах, это нормально. Крем очень легкий, по ощущениям увлажняющий, но при этом он не липкий, не жирный, и он очень быстро впитывается. То есть вот я его размазала, и он прям вот хорошо впитался. И, ребят, вот мне вот этой вот капелюшечки хватило на целое вот от кисти до локтя. Вот на это вот полностью место намазюкать. И крем очень приятный. Я прям чувствую такое увлажнение. Прям. Я думаю, что после душа будет очень приятно намазаться, приятный аромат. Короче, буду вводить в свою бьюти-рутину после душа, мазаться этим кремом. Он не дешевый, скажу сразу. Он тоже стоит что-то за 1000 рублей, но у него хороший состав. И я пытаюсь сейчас найти производителя этого крема, потому что Аравия, насколько я помню, вот снизу. Так. Это Москва. Изготовитель. Не тестируется на животных. Для тех, кому это важно.
И делает это, да, это Москва. Я почему-то думаю, что Аравия это Израиль. Нет, это Москва. Это делает наша, но, насколько я знаю, продукция очень хорошая у Аравии. Вот. И, в принципе, тут вот есть другие программы ухода, моделирование груди, изящный силуэт, осиная талия. Ну, ребят, честно, давайте будем объективны. Я не верю в то, что, не то, что я не верю, это не помогает реально. Это то, что крем вам без спорта, без пересматривания пищевого поведения вам не поможет сделать тонкую талию, сбросить килограммы и так далее. Будем реалистами. Но как дополнение вот эти все крема там для улучшения, да, то есть помимо того, что я мажусь профессиональными, хорошими, ну как не хорошими, а специальными кремами, которые стоят тоже не 3 копейки, которые мне назначил доктор, а я решила еще дополнительно увлажнять свою кожу, потому что те крема, которые лечебные, они сушат кожу. А это нужно для того, чтобы подсушивать воспаление на теле, оттуда вытягивать какой-то секрет, если он есть. И уже после этого вот этот рубец подсушивать и залечивать. Но для того, чтобы новые рубцы не появлялись, не появлялись новые проблемы, вот эти новые воспаления на коже, а нужно, все-таки я поняла, увлажнять еще сверху кожу, потому что чтобы кожа не пыталась сама себя чтобы ей помочь саму себя регенерировать. Сухой коже сложнее бороться с этой болячкой, поэтому лучше, нужно ее увлажнять и восстанавливать, помогать восстанавливать ей свой липидный слой. Да, ребята? Вот такие вот дела. Давайте мы с вами, знаете, что сейчас сделаем? Последний ролик. Я уже тут наговорила на 37 минут, почти на 40 минут. Я сотру то масло, которое я нанесла. На губы от белорусского бренда. Вот это у меня от Люкс Визаж. В оттенке 105. Это масло с оттенком для губ. Масло-бальзам для губ имеет действительно достаточно для масла плотный цвет. Красиво смотрится на губах. Там, по-моему, то ли 5, то ли 6 нюдовых оттенков. И вот мне очень нравится. А главное, что мой оттенок идеально подошел под карандаш от Vivienne Sabo из коллекции Volume в оттенке 06. Они прямо братья-близнецы, то есть как будто карандаш вот этот делали под этот бальзам. Так что и после него губы, которые у меня очень сухие, в общем-то, хорошо себя чувствуют. Давайте сами сделаем контур. Так. Я еще чуть-чуть до половины закрашиваю губу. Вот так. Закрашиваю губу. Губы до половины, чтобы... Я не люблю карандаш полностью на губах. Он для меня, мне кажется, очень дает такой липкий эффект какого-то пластилина. Но для того, чтобы никуда не убегала
помада. Я хочу взять вот эту от Дарлинг. Я очень хочу посмотреть, как она будет на губах выглядеть. Надеюсь, что не трешово. Потому что это будет печалька. Так. Ну, ребята, то ли за счет того, что я сверху нанесла карандаш для губ, то ли за счет того, что у него очень тонкая такая текстура, достаточно, хоть и муссовая. То в целом он не смотрится как тональник на губах. И такой визуальный эффект, что я как будто даже и ничем губы и не накрасила. Но при этом есть оттенок на губах, но такое ощущение, что я не накрасилась чем-то вырвиглазным. То есть, в принципе, это прям вот нюд, если вы делаете макияж без макияжа, или делаете какой-то легкий макияж, не вырвиглазный, то вот этот оттенок 03 я вам советую. Он имеет розовый подтон, не рыжий, потому что первый имеет рыжий подтон, а этот имеет как раз розовый подтон. И это ваши губы только лучше. Вот серьезно. Я очень боялась, что будет как тоналка на губах смотреться. Я такой эффект не люблю. Вот. Мне нравится. Мне прям очень нравится. Прям реально круто. Вот. Поскольку у меня уже есть, как я показывала, вот такой оттенок. Тинта прям вырви глазный. Я его наносила на губы. Он очень классно и чувствуется на губах, если у вас сухие губы. И вы не можете наносить какую-то матовую помаду очень стойкую, как, например, я не могу, потому что у меня так сухие губы, то это ваш вариант. Она не чувствуется на губах, она чувствуется на губах чем-то таким, как будто вы нанесли какую-то гигиеничку на губы. Все очень легко чувствуется на губах. Мне нравится. Вот. Ребят, вот такая была у нас такая распаковка. Я уже наговорила на 40 минут с лишним. Да, почти на 44 минуты. Все, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Подписывайтесь на мой канал, лайки. Я вас люблю. Целую. И небольшой спойлер. Следующее видео у нас тоже будет с вами распаковка, но уже не косметика. Будет очень много товаров сезона. И, возможно, эти товары будут полезны для собачников. Потому что там будет очень много для Елисея товаров по бюджетной цене и не очень бюджетной. Вот. Все, я вас всех люблю. Всем пока-пока.